yeah, whoa. Look, they can never keep me down, I'm going. And if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another. Классно, когда у тебя есть друзья, которым можно позвонить, сказать: слушайте, что там произошло за последний год с вашим геликом? Можно я его возьму, там, сниму и так далее? И они тебе такие: да на, бери, кайфуй, наслаждайся. Только морду перекинь. Don't play no games with me. It was never about the fame to me. They needed the best, so they came to me. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe, say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang, ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive, tell them, yeah, that's me. Вы, наверное, уже поняли, что это ровно тот Гелендваген, который мы снимали абсолютно новым, с пробегом буквально 1000 километров год назад, прямо на этом месте. Друзья за период самоизоляции купили себе дорогой автомобиль. Что происходит вообще? К сожалению, сегодня холодновато, я не смогла надеть то же самое платье, которое вы тогда, молодцы, оценили по достоинству. Но дело здесь не в этом. Дело в том, что тогда нам удалось реально взглянуть на эту машину без давления божественного для многих слова Гелендваген. И оказалось, что здесь не все так безоблачно за 13 миллионов. И, внимание, прошел год, и сейчас точно такой же новый автомобиль стоит 18. Куда мы катимся? Ключевыми задачами концепции долгосрочного развития страны определены. Технически здесь за год не сломалось ничего. Напомню, что это G500. Но по эстетике этот автомобиль просто расплясался, как пьяная мадам. Начнем с подсветки порогов. Смотрите. Во-первых, из 4 накладок в живых осталась только одна. На водительской проступили какие-то непонятные каки через матовый пластик. Вот. И выглядит это, ну, как бы, мягко говоря, неэстетично. Когда владелец последний раз поехал на ТО, он показал вот эту вот неприятность у дилера, и ему сказали: Мотик, иди в жопу отсюда! Слушайте, ну, часто выходит из строя 1, но 2, но чтобы 3... Это большая редкость. Ну вот представляете, даже они этому не удивляются. Здесь, по-моему, в живых остался вот только вот с этой. А, нет, с этой стороны он просто перестал гореть, я вспомнила. Мы сейчас поставим ночную съемку. Человек купил в прошлом году совершенно новый Гелендваген за 14 миллионов рублей. Сейчас такой стоит 18. Вот смотрите, у него что с подсветкой порога стало. Какая-то грязь, что ли, куда-то такая попала. Все, короче, пошло на водительской стороне пятнами. Значит, смотрим, что здесь. Здесь у нас... Она, в принципе, перестала загораться совсем. Идем дальше. Дальше у нас с той стороны единственный нормально работающий порог у нас вот здесь вот. Пока нормально работающий. И пассажирский. Пробег у машины просто копеечный. Половина не горит вообще, с другой стороны половинка вот эта вот приподнялась, отошла немножко. И вот здесь периодически помаргивает. Тоже какая-то фигня из-под нее проявляется. Короче, качество Mercedes просто продолжает поражать. Вот этот живой. Вот один. А здесь его правая сторона помаргивает. Вот сейчас я на нее нажала. Заморгала. Палец убираю, не моргает. И, в принципе, вся накладка, она отошла. У машины на данный момент пробег просто копеечный. Глобально этому есть объяснение. Мерседесов в мире производится очень много. Соответственно, и подрядчиков очень много. Качество каждого отследить очень сложно. Да и сейчас похоже, что и задачи такой уже нет. Но при всем при этом конкретная модель имеет невероятное количество своих фанатов. Человек, который ездит на этой машине, пересел с Тигуана. Представляете, ну, в семье есть еще вторая машина Volvo XC90, она есть до сих пор, но, в принципе, основным автомобилем до гелика был топовый Тигуан. И сейчас, когда я задаю ему вопрос, вот если бы год назад отмотать, у тебя был бы выбор, ты бы взял эту машину за 13 миллионов? Он сказал, что более того, он бы снова взял ее же, если, не дай бог, с этой бы что-то случилось. Правда, добавил, что за 18, пожалуй, нет. Вот за те же 13, да, безусловно, но тех 13 уже нет.
Говорила, дорогие владельцы Гелендвагенов, закатывайте глянец в жидкое стекло, потому что он здесь плохого качества. Ну вот посмотрите, во что он теперь превратился. Ну и раз уж мы с вами заговорили про цены на новые машины, да, я с вами соглашусь, что они сейчас дикие, но все же можно пытаться искать лучшие варианты. И чтобы совершенно бесплатно этот лучший вариант найти, вам нужно сейчас перейти по первой ссылочке в описании. Вы попадете на автоспот, далее вы закажете звонок от специалиста. Для вас это совершенно бесплатно, не переживайте, никто с вас не возьмет денег, поэтому почему бы не попробовать? Переходите, заказываете звонок специалиста, он перезванивает, рассказываете все, что вам нужно, и после этого вам поступают звонки от дилеров. Я очень надеюсь, что именно таким способом вы выберете самый лучший вариант из тех, которые сейчас реально представлены на нашем рынке. И это будут машины только от официальных дилеров, вы никак не попадете ни на каких мошенников. А если машина у вас уже есть, переходите сейчас по второй ссылочке в описании, записывайтесь на ТО. Там тоже все очень четко, ясно и понятно, и совершенно очевидно, что это для вас тоже выгодно. Вы задаете марку-модель, которую вам нужно обслужить, и видите на карте, где какой дилер делает какое предложение. Просто выбираете самое лучшее. Для того, чтобы записаться на ТО, вам точно так же нужно заказать звонок специалиста, специалист перезвонит и все вам организует. Автоспот.ру, не забывайте, это бесплатно, это выгодно. За год весь дешевый пластик, который я указывала в прошлом году, стал ходить ходуном и скрипеть. Ну, например, вот, пожалуйста. А вот это, как вам панель у машины за 13 миллионов, которую можно прожать пальчиками? Так сейчас у китайских кроссоверов не делают, а вы ведь их ругаете очень в комментариях. А какой благородный звук, не так ли? Ой, а что это у нас с сиденьем? Строчка покривела. Ну ладно, бывает, ничего страшного, это же Гелендваген. Небольшое, даже не оправдание, а объяснение вот всего вот этого ужаса, пластиковое пустое ведро и отвратительные материалы вот здесь, под сиденьем и так далее, царапающиеся вот эти вот лакированные вставки. Вот в оправдании можно сказать, что эта машина, она типа и не должна быть прямо абсолютно шикарной, потому что это же машина рыбака и охотника. Это у нас люди используют ее как шикарный автомобиль. Но владелец этой машины реально ездил на ней на охоту, ездил в горы, и она это с достоинством выдержала. То есть ничего не отвалилось, не развалилось, великолепные ходовые характеристики. По проходимости очень она себя неплохо зарекомендовала. Другой вопрос, что за такие деньги, купи себе 2 Land Cruiser тогда. Ниву купи, Ниву. Есть вариации салонов, где говнища не будет. Другой вопрос, что пластиковая накладка сиденья отвратительная, которую нужно перешивать, переделывать, она будет в любой версии. Если мы с вами говорим о том, что вы покупаете этот автомобиль как шикарный, чтобы вот прям как Range Rover внутри или как дорогая Бэха, в таком случае, где-то лям еще накидываете, вот вы купили за 18, накидываете лям для того, чтобы сделать эту машину внутри так, чтобы она вас прям радовала, чтобы вот эти вот хрусты, какие-то скрипы пластика не раздавались вот отсюда. 1 000 000, и все у вас будет классно. Людей, которые себе покупают Гелендваген для того, чтобы ездить с водителем, то есть на заднем сидении, я вообще слабо могу понять. Ребята, это рамная машина. Вы должны четко отдавать себе отчет в том, что вы берете. Сзади там основательно трясет. Даже при том, что здесь комфортно, здесь, с точки зрения оснащения, это, конечно, очень хорошо оснащенная машина. По крайней мере, когда мы берем с вами вот такой вот не базовый вариант, да их и нет сейчас базовых. Сзади в любом случае вы будете, как будто вы сидите на барном стуле, и этот барный стул, какой-то великан под вами все время трясет. Вам эти ощущения, поверьте, не нужны. Берите уж тогда 223, если вы заморочены на Мерседесе, а если вы просто разумный человек, возьмите А8. Я тебя люблю, да, 5 вообще. You're always late. I can't take you anymore. You have no more sick time. Pulling out sick. Are you okay? You don't do your work. You handed everything
nigga pay me less. It pay my bills at minimal, but see it pay me stress. Doing this, doing that, and turn around and scold you true. How I did it wrong when I just did it like you told me to. Fuck you. Помните, каким он был красивым в первой части видео? Запомните его таким, потому что сейчас он станет совсем другим. Мы приехали для того, чтобы переделать мордочку этой машины под стайлинг 63-й. Причем, помните, мы делали такую историю, правда, переделывая автомобиль предыдущего поколения в современную модель, в текущую. Причем китайским комплектом. Здесь же хозяин заморочился. Он вкладывает $500 000 просто в то, чтобы его машина выглядела как 63-й. И не потому, что он понторез, ему хочется понтов и хочется, чтобы все вокруг думали, что у него самый дорогой из Гелендвагенов. Нет, сзади останется G500. Человеку просто нравится, как выглядит 63-й. I see them laughing as they passing and harass me colder. Cause see my passion keeps on passing me, I'm getting older. That's why I rarely let people at my job know I rap. Cause that just turned to some circus like I'm an acrobat. And my coworkers are nosy and I'm missing hard. Can you do a rap at a job Christmas party? При таком раскладе меняются арки, подкрылки, соответственно, бампер и решетка. Ну и все. Это все у нас уже есть обтянутое, лежит вот там. Сейчас я вам покажу. Заметит ли кто-нибудь разницу? А, вот оно же переехало уже, пока я ушами хлопала. Так, а где остальное-то? Вот это старое, Женя. Я не вижу никакой разницы. Вот оно, ребят. Вот он, новый стайлинг. Сейчас вот его уже перетянули пленку заранее. Сейчас вот на него посмотрите. И скоро вы увидите, как это будет выглядеть на машине. А пока идут эти работы, давайте расскажу вам другие интересные вещи про эту машину. Визуально комплект во многом очень схож, и вам даже может показаться, что вот эти вот запчасти, например, совсем одинаковые, потому что с внешней части они и есть одинаковые, но, увы, они не взаимозаменяемые. То есть, если вы захотите делать такой же рест, вам придется и это покупать тоже, потому что, вот, посмотрите, вот это вот ушко, оно немножко разное, и вот сюда, в нашу новую мордочку, в новую, получается, к новой решетке, да, оно не прикрепится. Look, they can never keep me down, I'm going. And if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up. Ну и пока у нас идут дальнейшие работы, давайте я вам расскажу, сколько обошлось ТО и вообще какие были расходы. Значит, последнее ТО было сделано вот только что на этой неделе. Это второе ТО по счету, оно стоило 74 тысячи рублей. 74 тысячи рублей, представляете, ребят? Причем никаких глобальных работ тут не происходило, их нет на втором ТО. Первое ТО делалось, чуть менее года назад, и оно было значительно дешевле. Если же был бы настоящий 63 АМГ, то ТО стоило бы еще на 40 тысяч рублей дороже. Как вы понимаете, эта машина, вряд ли может быть не застрахована по каско, и она застрахована. И здесь нужно понимать нюансик. В случае, если произойдет мордобой, то страховая будет на нее ставить и считать по 500 деталям. То есть вот нужно понимать, что если, не дай бог что, восстановление вот этой вот морды будет снова еще раз и за свой счет. Ну и так просто напомню вам, вы же помните, да, что если вам нужна любая страховка, это все у меня лучше всего, самые лучшие предложения. Просто потому, что у меня один из самых крупных страховых брокеров в регионе, мы имеем возможность делать лучшие предложения по страховке. А вот с этой историей парень, конечно, у меня страховался, и сегодня мне задал этот вопрос, я такая, а ведь правда же, да. I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my props. You ain't got no soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. Ну что, ребята, сейчас перед вами готовый вариант.
Напомню, что стоимость этого удовольствия была 500 000 рублей. Ну что скажете, оно стоило того или надо было ездить вот так вот, как мы видели машину в самом начале выпуска и не выпендриваться? Но мне кажется, получилось симпатично. Шиндик G500, как мы и обещали, на месте. Никаких понтов и обмана. Ну все, целую, обнимаю. Пока. Who knew I would be at the top like this? And no one